Коллеги, привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина и XRP дополнительно. Так, по биткоину у нас прошлый сценарий немножечко отменился, да, сейчас у нас вот этот важный уровень, я говорил, что под него если провалимся и закрепимся, то это шорт-приоритет, но шорт у нас по Fibonacci 61,8, 78,6 и цель, выход из накопления, это точка, либо расширение вот этого накопления идет, либо уже сейчас пойдем вниз. То есть отсюда имеет смысл взять шорт. Но опять же, пока мы с тем, что у нас сейчас происходит на рынке, с коллапсом вот этим, про который все говорят уже со всех практически уголков, да, и долларовый актив, то есть денежная масса потечет, как вы думаете, куда? Я не думаю, что ее понесут в квартиры или в акции, облигации. The big motherfuckers coming. The big motherfucking big tsunami. Not this chicken shit corona tsunami. When the system goes down, I'm the only one that read that the Bank of England said they came a concert away from going bankrupt in the UK in March. В общем, то, что происходит с этим обвалом, так, скорее всего, и произойдет. Сейчас на открытие Америки посмотрим, что у нас здесь с ценой будет, да, плюс зайдет Уолл-стрит и в окне повышенной волатильности. Я ожидаю, если по-хорошему цене было бы, по-хорошему цена бы опустилась на 61,8 и ближе к ФРС, на новостях и то, что они вложат в эти новости, да, какой умысел будет. То есть с этих новостей я буду ожидать, что будет всплеск, вынесут стопы лонгистов, и потом цена развернется и пойдет наверх. Скорее всего, что-то будет подобное. То есть сейчас здесь просматривается такой сценарий, то есть возврат к вот этой трендовой, вот в эту область на 61,8, да, спуск, и, возможно, даже пробой этого уровня и на 78,6, то есть к вот этой цели. И у меня здесь вот она, цель маленькая стояла, да, вот здесь, но она потом не оправдалась. Вот, возможно, именно закол будет вот в эту точку. Это у нас 27,536. Вот посмотрим. Закол могут сделать в эту область. Я ее здесь у нас оставил. Посмотрим. Так, и основная цель из всего накопления это у нас 27,392. Ну, вот эта область. Опять же, посмотрим. Только время покажет. Ну, это смотря как мы здесь закрепимся, не закрепимся, что сейчас здесь будет происходить. Вот. По мне так больше похоже просто на расширение этого накопления всего. Все это накопление, видно, что его прям расширяют. По Маску у нас тоже Tesla Power. То есть тоже, опять же, готовимся к шторму. У нас вот буквально 4 часа назад, да, вот этот Маск запостил 5 миллионов просмотров. То есть даже если везде отключат свет, вы можете пользоваться Теслой, то есть или в Теслу переложить деньги, потому что будет тут какой-то сильный коллапс. Ну и учитывая то, как Маск относится к биткоину, а также Dogecoin, и про XRP там уже какие-то речи заходили. Поэтому вот, скорее всего, будет перекладывание в XRP. А если вот тут вот присмотреться, ну это, конечно, совсем уж абсурд. Но если присмотреться к вот этому моменту, ну, просто дело случая. Так, как бы это сделать? Сейчас мы это в группу вот так сделаем.
Ну, тут каждый может увидеть здесь что-то, здесь. Тут молнии, шторм, то есть после шторма пойдет Ripple. Ну, то есть, как я предполагаю. То есть вот здесь это, допустим, наш экономический ФРС, да, заседание. И после ФРС наш XRP может хорошо выстрелить. Ну, прям, я не знаю, опять же, каждый что-то видит свое, может быть, это все бред, может быть, не бред. Ну, вы сами видите, как этот бред постоянно интересно отрабатывает. Ну, и Ripple, опять же, пошел в рост, хорошо прыгнули, вышли на новый уровень. И еще здесь, если сделать негатив на картинке, вот здесь просматривается очень, поработать с этой тенью, посмотрите здесь, какой график отрисован. Ну, похоже на график очень сильно. Маск мог вот это именно показать. Они часто делают что-то в зеркальном отражении. Так, это что я заметил здесь. Теперь переходим. Так, по биткоину, в общем, цели есть. Сам график, Атлант сейчас в данный момент лонговый, но уже идет очень долгое накопление. И есть положительный момент из этого всего. С этого долгого накопления мы были в перекупленности, а потом нас отпустили вниз, но не скинули. То есть важный вот этот уровень 27 800, он уже отстаивает свое. Это психологический уровень лонг-шорт приоритета. И опять подошли к верхней грани, к потолку, стукнулись, да, ну и RSI в перекупленность пошла, пошли вниз. Здесь я записал видео, что я ожидаю лонг по биткоину. О, и цена, смотрите, у нас сейчас обратно, да, вот этот тоже уровень важный в этой проторговке, уровень шеи. Нас пытались сюда сбросить и буквально одной-двумя свечками возвращают обратно. И объемы смотрим, да, кто-то хорошо откупает. То есть попытка слить и тут же откупают. Сбросили неугодных и начинают тут же откупать. Ну, посмотрим. Все, вот подготавливаемся к походу. Я подготавливаюсь к походу наверх. Кто бы что ни говорил, так как мы в моей большой психологической отметке лонг-шорт приоритета по биткоину именно здесь, кстати, смотрите, еще здесь, да, вот это в прошлом видео показал, то есть вот это наша дневка, V-образный разворот, Про вот этот момент я описывал видео, вот двойное дно и биткоин прогноз, да, там по Атланту. Просмотр маленький, но если посмотреть, да, как мы это все дело отрабатывали, у нас там и вниз мы шорты забирали, и вверх лонги, и после этого пошли двойная вершина, там поймали верхушку, да, чуть вниз прошли, потом вверх, потом у нас там опять медведь на быке прокатился, мы вниз слились чуть-чуть, медленно пожираем клубнику, помните, да, шорт биткоин, то есть идем потихоньку за рынком. И потом вот этот момент, лонг по биткоину, то есть Маск запостил один момент, там Атлант развернулся, потом Маск опять же там что-то запостил, Спарта еще подсказал. И все эти моменты, все это, и пошел разворот уже такой более глобальный. И число пи по Маску, да, мы там несколько раз отработали. Так, и вот последнее видео, которое я запостил, тоже посмотрите. Подписаться ко мне в телеграм-канал, называется BitAtlant, ссылки внизу в описании. Торгую на бирже BingX, изолированная маржинальная торговля и стандартные фьючерсы. Эти два момента обязательно соблюдать, чтобы по отдельности брать, каждую позицию брать по отдельности. Ребят, для торговли не надо набирать на рынке с плечами, торговать, пытаться. Вы, если
всем депозитом торгуете, то вы купите просто на спот, откупили биткоин, даже сейчас, даже с этих уровней купите, выведите себе на холодный кошелек, пускай лежит, вырастите до 50, продадите, да, там половину, считай, в 2 раза увеличится ваш депозит, там, купили на $1000, стало $2000, 1000 свою вывели, 1000 оставили в этом биткоине, пускай она подрастет выше или упадет ниже, неважно, мы, главное, свои деньги забрали, и так плюсом у вас еще и биткоин останется, вот. Это один из, например. Если хотите научиться торговать, заходите к нам на биржу BingX, изолированная маржинальная торговля, ставите стандартные фьючерсы, заходите на стандартные фьючерсы, выбирайте биткоин к доллару на стандартных фьючерсах и открывайте там позиции. Просто там вы открываете позицию каждую отдельно от другой. И вы сможете торговать там паттернами, то есть смотреть, где у вас точка входа. Каждый раз вот примерно предполагать, куда пойдет цена, не надо. То есть вот сейчас вот, например, у нас открываем, смотрим, дневка, да, дневной таймфрейм. Так, как это все дело сейчас, ну-ка, скрыть все. Дневной таймфрейм, у нас осталось 7 часов, посмотрим, где у нас дневка будет закрываться, и вот от этой дневки уже можно будет отталкиваться. Если мы закрываемся где-то вверху, можно попробовать открыть шорт, взять небольшой шорт до вот этой плоскости, да, то есть если мы где-то здесь переключится цена, пойдем вниз, и потом пойдем вверх, возможно, так будет. Ну, нужно будет смотреть за графиком. Кстати, обратите внимание, мы уже растем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-й день, 7 дней растем. Слив, да, был, потом опять 1, 2, 3, 4 дня росли. Красное. Теперь 6 дней. Сейчас вот это еще пока не закрылось, поэтому неизвестно пока. Но пока 6 дней. Но сдалека, если смотреть, эта дневка, да, идет такой как перекат, видите, да, здесь у нас новости ФРС. Вот сейчас вот здесь вот будет интересный момент, и если нас закидывают наверх, тогда мы еще выйдем прям хорошо наверх. Если пойдет этот перекат, выбьют стопы и можем уйти вниз к этой вершине, потом к этой вершине и к середине вот сюда, вот в эту область 23 300, 23 200, вот в эту область можем выйти сюда. Но опять же, это еще не подтверждено, то есть надо подождать ФРС, посмотреть, что они скажут. Мое предположение, что они попытаются поднять ставку, подкачать доллар, биткоин чуть-чуть может просесть, но тут нужно смотреть, если в этот момент биткоин будет проседать, значит что? Значит, потом он будет хорошо, то есть я все равно рассчитываю на то, что он пойдет сильно наверх. Сильно его здесь сбрасывать никто не собирается. То есть они насильно будут накачивать доллар, но потом это еще больнее все аукнется, этот момент. Тут нужно будет посмотреть, будут ли они в доллар вливать. Просто могут начать печатать суммы хорошие и вливать вместо доллара их вливать именно в биткоин. Его и капитализация биткоина будет расти. Ну и, соответственно, за ним поползут другие активы. И на Ripple, обратите внимание, со всем вот этим вот коллапсом, который происходит, Ripple подпрыгнул, да, немного. То есть давно он не гулял, давно он не ходил никуда. XLM прыгнул на 10, Ripple прыгнул на 20. Так, клевер наш. Клевер. Ну, клевер пока... Да, клевер опять спускается к нашей... вот этим уровням. 61,8. Вот я его хочу здесь откупить часть. И если упадет на 78,6, еще здесь докупить часть. То есть 30, помните, я по $30 каждый раз откупаю его, когда он снижается. Вот, ну, в принципе, можно уже здесь сделать небольшую закупку, потому что мы его брали на каждом сливе. Здесь на сливе, потом поднялся, здесь его часть брал. И сейчас в данный момент клевер в плюсе, то есть я его как снизу начал покупать, да, у нас здесь Атлант показал лонг сигнал, и мы его как начали по $30 покупать каждые 8 дней, либо на проливах. И в данный момент уже плюсом идет $100. Но в данной именно этой ситуации где-то в плюсе долларов 60, что ли, или 70, надо будет посчитать. Ну и по клеверу ближайшие цели я уже показывал. То есть тут два варианта. Либо полный выход
и, ну, как чаша и ручка, и выход наверх, либо первое дно и второе дно сделают, и потом выход наверх будет. Тут тоже нужно будет смотреть, как они это все дела отрисуют, что они здесь собираются нам устроить. Кстати, на Луну посмотрите, да, помните, полнолуние, рост, новолуние, падение или боковик. Опять пошла эта тема. Полнолуние, рост. Тоже вот сейчас в данный момент очень хорошо отработала. Полнолуние, слили немного и пошли наверх. То есть 2 дня, раз, два, и переворот. И Атлант, кстати, развернулся здесь у нас тоже на дневке. И объемы зашли. Ну и на 15 минутке видно, да, они опять все, они вниз пытались, попытка была. Но, ребят, блин, это расширение канала. Значит, нас будут... не канала, а расширение этой структуры, да, и у нас получается она удлиняется. И уже выход у нее получается ближе к ФРС. Вот здесь у нас окно повышенной волатильности. И опять же, если сейчас еще раз не расширят. Вот эти моменты, мелкие структуры лучше не торговать. То есть подождать, когда она сформирует нормальную большую плотность, и из нее будет прям отчетливое такое сжатие пружины и выход. И уже ближе к Америке заходить в позиции. Так, из вот этого накопления в данной, из-за расширения, да, это у нас на 18:30 на открытие Америки, на Уолл-стрит. Цель немного ниже стала. Это цель у нас 28 876. Смотрите, интересная цель 28 и, скорее всего, 888. Так я себе сейчас 28. Вот эту цель отмечу. Я прям почему-то уверен, что мы ее заколем. И там покажем небольшой как разворот такой. То есть вот эта цель. Ну, основная это у нас 28 860, 850. Так. Это остается. И вниз. А вниз, смотрите. Это я просто переставил. Вот просто переставил. А вниз это тоже эта высота с этого пика, да, если вниз пойдем, то у нас цель прям нижняя грань вот этого большого треугольника. И это все сходится на повышенной волатильности. То есть сейчас на Уолл-стрит или на открытии Америки, да, нас могут здесь вот потусовать еще немножко, потом пройти вниз, закрепиться, сделать ретест. И если буду делать ретест, не будут назад выбиваться, то я на ретесте возьму здесь шорт, открою шорт-позицию, и цели будут Фибоначчи 61,8 и Фибоначчи 78,6. Все, не ниже. То есть вот эти вот цели постараюсь забрать без продолжения движения. И с этих позиций буду пытаться открывать лонг, искать точки входа в лонг, если буду переворачивать. Так. Так что, ребятки, по доллару идет... The big motherfucker's coming. The big motherfucking big tsunami. Not this chicken shit corona tsunami. Ждем. Все покажет время. Время ваш лучший доктор. Всем удачи, подписываемся, конечно, в телеграм-канал, ссылки внизу в описании, подписываемся к нам на биржу BenGix. Изолированная маржинальная торговля и стандартные фьючерсы для трейдера – это все. Все остальное можете покупать, проще покупать на
спот выводить на холодные кошельки, хранить, держать, ждать и забирать свою прибыль. Всем удачи, спасибо за внимание, пока.